Долгожданное, самое мое ожидаемое. Сейчас в этом выпуске будет просто разнос. Кто не смотрел первую часть, я ссылку на Артема оставил внизу в описании. Зайдите, обязательно поставьте лайк. Не забудьте, у нас с ним рейды очень скоро будут. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал Hard Insight, на Бусти, на другие соцсети. Все есть внизу в описании. Спасибо. Оповещения о стримах, кстати, тоже вот здесь, вот ежедневных. Знаете, вот даже кто не смотрел первую часть, сейчас кайфанете. Сейчас кайф поймаем. Это лучшее вообще, потому что здесь еще и замешана продажа алкоголя несовершеннолетним. А я первый кайф поймал. Я просто скажу, да, то, что у нас оранжевый партнер, ссылка в первом закрепленном комментарии. Да, можете зайти, забрать свой фрибет. Поехали. Процесс пошел. Инструктаж пошел. Ну, инструктаж, короткий инструктаж, надо зайти представиться, наверное. Уже минуты 3 мы ждем, пока сотрудники зайдут. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте уберите, пожалуйста, свой телефон, не давай разрешения тебе снимать. На каком основании? Это общественное место на основании. На основании не знаю статей, просто решил высрать. Дальше поехали. Что у вас случилось? Вы запретили сейчас видеофиксацию. На каком Что у основании? вас случилось? Вы слышите мой вопрос? Вы кто? Сотрудник полиции, не видно? Не видно, представьте, пожалуйста. Сотрудники полиции обычно представляются. Что у вас здесь случилось? Вы кто, еще раз спрашиваю? У вас это заразно в отделе полиции? Себя. Никто не представляется. Суть тогда Вы не кто? меняет, это еще хуже. Сотрудник полиции, меня зовут София Смирнова, являюсь дознавателем отделения дознания по району МИТ. Замечательно. Предоставьте, пожалуйста, удостоверение. Что у вас случилось? Удостоверение, пожалуйста. Вы даже не представляете себе, как она себя вела. Знаете, за все время рейдов с Артемом Вульфом я вот таких вот кадры, такие, да, видел в мытищах одного, который, когда деньги у него, у сотрудника выпали. Познакомьтесь. Виталий Витальевич. Опа! Опачки. 5000-ный. Приехал старший ответственный, помните, он говорит, а что такого? Вот он примерно так же общался, но не так дерзко, провокационно. Был еще один в Химках, помните, такой, который зашел и говорит, сейчас я там вам это, такой был, такой, знаете, доктор Ливси. Здесь настолько, знаете, вот я даже не знаю, вот как это правильно назвать. Я не хочу никого обижать, оскорблять. Я просто пытаюсь выразить свои мысли, но почему-то кроме матных слов и оскорблений у меня больше ничего в голову не идет. То есть там, понимаете, вот прям максимально показать, кто я. При этом не знать ни законов, ни хера вообще ничего. Без нагрудного знака, нараспашку, без головного. Не знает, как представляться, заходить по требованию. Ничего, вообще ничего не знает. Сейчас все увидите, короче. Это такая высокомерная просто девушка, что прям очень жестко. Предоставьте, я хочу знать, с кем я общаюсь. По какой причине вы меня здесь вызываете? Я вас не вызывал. Я вызвал сотрудников полиции. Сначала мне надо понять, с кем я общаюсь. Предоставьте удостоверение. какой причине вы меня Потому что вызываете? В отделе полиции Митина происходит такое. Вы помните, да? Я стою, я фиксирую, ребят, сорян, еще раз, глаза красные. Это мы тут в линягу залетели. Поднимайтесь, ребят. Чтобы подняться, просто берите и, вперед тыкайте, у вас залетит персонаж. Я говорю, сидим тут целыми днями, целыми ночами играем, да, вот, так что ссылку оставлю. Хотя оставлять не буду, зайдете в телегу, все там найдете, или в сообществе ютуба. Все, спасибо. Я вас не держу здесь. Если хотите, можете идти. Вас вызвали из-за правонарушения, возможно, преступление. Преступление? Да, Смирнова София Михайловна. До какого года у вас там карточка лежит? До 24 года. Покажите, пожалуйста. Я не увидел, к сожалению. До 28 года обманываете. София Михайловна, к сожалению, приобрели и вывели некачественный просроченный товар. Также несовершеннолетний парень купил здесь до этого алкоголь. Угу. Показывайте, где просроченный товар. Вот. Все, что на витрине. Если они сейчас это утилизируют, мы будем писать по факту купленного товара. В любом случае, заявление будем подавать. Преступление, о чем вы говорите? Заявление кто будет писать? Заявление я буду подавать. В чем преступление? Давайте я вам покажу. Вот есть сок детский для питания детей с 5 месяцев.
Если мы открываем статью 238, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, Артем, ты очень сложные статьи называешь. Там люди не знают элементарного. Ты 238 часть 2, ты с ума сошел. это товар просроченный, опасный для жизни и здоровья детей до 6 лет. Если будет установлен факт, что этим соком кто-то отравился, это будет преступление. Пока этим не отравился никто, это административное правонарушение. Из разъяснения Верховного суда. София Михайловна, теоретический вопрос. Почему нельзя вас фиксировать на видео? Или можно? Фиксировать все, что мы, наши действия, но лица нужно снимать. Почему, еще раз спрашиваю? Товарищ эксперт, давайте будем начинать работать. Служить. Или у вас работа? Это вот такая вот, Ну ладно. Я вас такая не вот. фиксирую. Вы понимаете, вы служите на основании закона. Вы предъявляете требования на основании закона. Волков. Давайте, конечно, я вижу, ручка не пишет. А где там этот наш красавчик? Какой? ППСник наш. Красавчики у вас в клубе. Может быть. Положение, пожалуйста, подбирайте. У вас в клубе. Окей. Let's go. Создавай взвод. Неприобретительный, неуважительный. Не пренебрежительно. Можно? Вы вызвали следственно-оперативную группу для изъятия этого Да, товара. смотрите. Сейчас здесь этот товар будет зафиксирован и изъят. Смотрите, конфликтов никакого не было. Есть сотрудник полиции, который был здесь до этого. Договорились? Что происходит? С кем кто договаривается? Чего? Занимайтесь... Я говорю, я стоял, я вот так вот встал, я еще после того не отошел. А тут еще 2. Вот 3 в одном, как и палочки эти, Твикс. Сотрудник ППС, который не за вами Там, ездил, правда, а второй, 2, который тут здесь 3. стоял с Вот нами. он. Если бы он представился хотя бы, а не стал бы спорить, и не требовал документов. Смотрите первый выпуск, это просто разрывная, на канале есть. Просто так, потому что я так Я хочу там вам говорить. подробно все Давайте рассказываю. проведем следственные действия. Смотрите, мы к вам не обращались, мы вас не отвлекаем вообще никак. Занимайтесь своей работой, службой как хотите. Если нужна помощь... Причем, да, женщина-то неплохая. Влезла в разговор. Она по итогу-то она себя более-менее адекватно вела. Но вот эта вторая. Зачем она в разговор влезла? Типа 2 подруги, одна другую задефать? Вы говорите, я просто обращаюсь конкретно к Софии Михайловне. Вам я не мешаю. Прошу прощения, а вы сотрудник тоже? Да. Будьте любезны, можно буду удостовериться в этом? Я так с этого момента выпал. Вице-адмирал. Пост сдал, пост принял. И вот здесь, вот в этот момент я должен был прям упасть после того, как она мне сказала слово майор. У меня должна была просто, вот я должен был встать, преклонить колено и просто извиниться, да. С таким видом это было сказано, просто. Ну ладно, это я, может, предвзято, да, это, может быть, мне показалось. Майор полиции Логановичек, старший эксперт. И КП УВД ПСЗА, УВД России. Она, кстати, очень милая. Правда говорю. Она очень милая. Она очень дерзкая, но она очень милая. Она вот мне понравилась. Не знаю почему. Такая что-то в ней есть. Да. Я правда, вот, ну, я как к человеку, естественно, говорю, а не как к сотруднику. Как к девушке, к женщине. Ну, к девушке. Я таких очень люблю. Такая слегка дерзкая, такая милая очень. Да, такая. Хорошая. Да. Я не обидеть ни в коем случае. Правда. Не хочу обидеть никого. Город Москвы. Логановичей Надежда Вячеславовна. Чувствуете? Ну, гордости, как Михаил Задорнов. Ну, давайте, ну вот не пропустите этот момент. Готовы? Набрали воздух? Набрали? Сейчас вы поймете, сейчас. Логановичей Надежда Вячеславовна. Сейчас, внимание на нее! Внимание! Внимание, ребята! Внимание сюда! Представляете, сколько там? Представляешь, вот, как вот она вот хотела, вот. Представляете, вот, как это так? Ты кто такой, что ты у меня спросил документы? Ты кто? Я майор, а ты тут какую-то мне просрочку нашел, эту детскую, ссаную. Какие-то головные уборы, значки. Ты кто такой вообще, раб? Вот, примерно вот это вот. Хотя я ничего плохого не сделал.
У меня жопа горит. Ничего плохого мы никому не сделали. Мы просто вызвали людей сказать, что здесь продается алкоголь детям и продается питание до 6 лет детское. Также все нахер просроченная партия целая. Все, конец. Но здесь прям ламинат. Сука, вот оно прям лезет. Господи, вот через вот это вот милое лицо, вот это вот вроде бы вот хорошая такая, вот все оттуда вылезает этот. Не надо, вот этот вот лезет. Гомункул, сука. Не могу, ребята, не могу я здесь спокойно это все говорить. Меня просто прорвало. Я так расстроился, я так обиделся, мне так стало обидно, честное слово. Я не думал, что такие вот есть. Смотри, как она меня провожает. Меня так бывшая не провожала, понимаешь? Вот как вот она, понимаешь, как она хочет показать. Прям вот показать, ты, сука, да ты никто просто. Я здесь все, ты никто. О, а мы тебя ждем как раз. Где ответственный? Ты сказал, О, пожалуйста. ответственный подъедет. Вызовите ответственного сюда, у нас конфликтная ситуация с вами. Че с футболкой? Ребят, ну последняя донашиваю. Ну нет денежек, но последняя донашиваю. Вот если вы на Бусти подпишетесь, да, ссылка внизу в описании. Ну да, там 100 рублей в месяц, да, там ненависть, там прям агрессия в этом взгляде. Ну, наверное, мне показалось. Ладно, вы напишите в комментариях, может, мне кажется. Может быть, просто я устал, это был уже второй рейд, да, и мне просто показалось. Ну, сейчас приедут. Нет, это фонд приедет, вызовите ответственного спрошу. Ну, приедут, соответственно. С ответственным приедет? Ответственным приедет. Мне кажется, вы меня обманываете. Что вы хотели? Ты сказал, ответственный подъедет сейчас. Я хочу пиццу 54 сыра. И если можно, кока-колу. Только без льда. И без сахара, я на диете. Да. Сгоняешь? Ох. Где ответственный? Что вы хотели? Ответственный. Еще раз говорю, повторите заказ. Еще раз говорю, пицца 54 сыра. Маленькая картошка фри, 1 бургер. Пожалуйста, все горячее. Спасибо. Чаевые с меня. Но у нас с тобой произошла конфликтная ситуация. Сейчас узнаем. Узнавай, мы ждем. Не убегай только. Убегаете, говорит, это вы. Ну-ка. А куда я от кого убегаю, скажи, пожалуйста. Ты говоришь, убегаете, это вы. Куда я от кого убежал конкретно? Не знаю. Ну ты же сказал только что. Не знаю, что вы делаете. Ты сказал, убегаете, это... Кто я? Это пукнуть что-нибудь вдогонку и потом просто промолчать. вы. Твоя фраза была. Ребят, сотруднику в комментариях напишите заказ. Он просто несколько раз переспросил, может быть, он не знает, не слышит. Заказ повторите. Ты, а вы. Я буду на ты обращаться. Не ты, а вы. Тебя это как-то обижает, оскорбляет. Это культура общения. Смотри, когда человек ты уважаешь, да, ты к нему обращаешься на вы. Либо если человек несколько. Либо человек воспитан, либо человек не воспитан. А когда я человека не уважаю, естественно, буду общаться на ты. Либо воспитан, либо не воспитан. чемодан, пожалуйста? Да. Так куда мы убегаем-то? Не знаю, куда. У себя спросите. Я никуда не убегаю никогда, я до конца. Вот ответьте на свой вопрос. Ну да ты зачем тогда говоришь, если не знаешь? Ну, Представляете, кто вот это посмотрит? Ты представляете, когда вот это вот кто-то посмотрит из вышестоящего руководства? Дорогое вышестоящее, горячемное, уважаемое, реально вышестоящего руководства. Я знаю, что вы нас смотрите. Пожалуйста, по району Митина, ОМВД России, по району Митина, УВД СЗАО по городу Москве. Там работают, именно работают. Там, причем, хочу отметить, что там есть кто служит. Я не буду говорить кто, что. Вот есть там ребята. Это не наши подписчики, сразу хочу сказать. Это просто люди, сотрудники, с кем мы в ходе вот этого рейда, так скажем, скоммуницировались. И они реально горят. Они говорят, давайте сейчас это, давайте изымать, давайте то, давайте все. Так, давайте, сейчас мы там, они что-то суетятся, как в Химках вот те ребята. Но есть вот такие, которым вообще им просто вот им, это капитан. Вот, пожалуйста. Я очень надеюсь, то, что нужные люди это посмотрят, давайте так назову, и предпримут все необходимые действия, чтобы эти люди, они как можно меньше общались с обычными гражданами, которые их вызывают к себе на какую-то помощь. Спасибо. Ну а всем идейным и те, кто реально служит мужикам в МВД, ребята, всем огромный привет, кто сейчас на сутках. Всем, кто нас знает, все, кто смотрит, давайте. Сильно там это, не расстраивайтесь, все нормально будет.
Прорвемся. Баранки гну. Вам нарушить права движения о том, что парень, которому нет 18 лет, алкоголь приобрел. Ну, у нас сюда вообще вызвали по факту просроченной продукции. Мы и просто изъятию товара. у нас было обращение и за просроченную продукцию, и за продажу алкоголя несовершеннолетним. Но это уже другое. Это к вам? Нет. В этот момент, знаешь, что она делает? Это такая мышиное дерьмо. Знаете, мышиный такой вот тут. Такой ублюдский поступок, причем от девушки. Что она делает? Я стою. Получается... Продажу алкоголя несовершеннолетним. Я стою, общаюсь. Просто задаю вопрос. Я говорю, подскажите, вам заявление или кто-то другой приедет? Ни проход толком не закрыт был. Она бы могла просто спокойно начать обходить. Я бы, естественно, отошел в стороночку, пропустил. Это девушка, все-таки в первую очередь, да, там, ну, как-никак, там, сотрудник, не сотрудник. Вот эта молодая. Она, знаешь, что делает? Она увидела, что камеры ни одна не снимает. То есть один вышел, оператор, а второй вот сюда вот. И она не попадет на камеру. Она мне берет прям в ухо. Прям в ухо, я вам отвечаю. Она просто вот так вот берет. И вот мне вот так вот крикнула. Просто в ухо. То есть, знаете, вот это вот мышиная такая вот такое ублюдское, знаете, вот это вот кольнуть. И, а кто я? Кто я? Не я, нет. Я просто так сказала. Но это уже другое. Причем я поднимаю серьезный вопрос. Это к вам? Нет. Знаешь, как она мне в ухо прям? Я рад за вас. Представляешь? Рада за меня? Я общаюсь с людьми, как я считаю нужным общаться. Воспитание есть, либо ее нет. Я думаю, воспитание тут ни при чем. Еще как в чем? Гораздо страшнее, когда не воспитания нет, а когда нет знания законов. А ты сотрудник полиции. Воспитания нет. Понимаешь, когда сотрудник не знает Дальше что-то идет, что-то пререкается за какое-то воспитание. Еще за что-то. законы и спорит, это самое страшное. Это не полицейский в моих глазах. Все, кто считают, что я слишком грубо общаюсь с данным сотрудником полиции, Не-не-не, посмотрите первую часть. надо понимать, вообще что знать песня. законы их прямая обязанность. Да. Их этому учат, это основа их службы. Это как хирург пришел Вот эти двое, вот раз, и вон та, вон вторая, это два. За майора я не буду говорить. Она все равно себя адекватно плюс-минус вела. И выполняла четко свою работу, свои обязанности. Вот эти двое, это вот такой вот, эти вот, не потому что нам что-то не понравилось, еще что-то. Они не знают ни законов, они не знают вообще ни хера. И я уверен, про детское питание она первый раз тоже услышала. Потому что она говорит, что, уголовка? Да, какое здесь, что, о чем речь? А они знают, что в магазине за это может быть уголовная ответственность за продажу детского питания просроченного. И она пыталась тоже из этого сделать это. Че вы тут несете? Я вам сейчас все расскажу. В итоге ей сказали, давай, подруга, оформляй все. И ей это не понравилось, понимаете? Вот их вот всех вот. Услышьте меня, два лица. Одно лицо, вот это вот. Вот к тебе отдельно обращаюсь. Ты вот на камеру, я специально ждал этого момента. Вот именно второй части. Я знал, что Артем разобьет этот ролик. Когда я разговаривал со всеми абсолютно, кто приезжал, уезжал, там, с ребятами, да, мы там, зашел разговор там за службу, еще за что-то. Обычная вообще ни к чему не обязывающая беседа. Ты сидел в машине, вот в этой вот, из которой ты сейчас вернулся, и просто молчал. Над тобой, капитан, посмеялись даже сержанты. И сказали очень простую фразу, что ты усандолился. Конкретно усандолился. И вот таких, как ребята сказали, у вас в отделе не один ты. И как оказалось, это правда. И я уверен, там еще есть такие же, понимаешь, как ты. И вот я тебе говорю через камеру, я знаю, что ты это посмотришь. Я знаю, что и в отделе это посмотрят. Пацаны, вот кто служит, спасибо вам за службу. Вот таких, никогда на них не равняйтесь. Я понимаю, что это ваши там прямые, непосредственные начальники там и так далее, там начальники групп оперативных там. Я не знаю сейчас, как там, что делится, я особо за структуру МВД никогда не влезал, но сама суть. То, что это чей-то тоже, скорее всего, или старшей смены, или еще кто-то. Пожалуйста, не уподобляйтесь им. Это просто, это вот я не знаю, ну хотя бы самое элементарное выучите вы эти правила.
Вы работаете Москва и Подмосковье, это самое лицо, вы что делаете? Обращаюсь ко второй. София. София. Мы туда, и, кстати, капитану тоже, пользуясь случаем, обращаюсь в следующее. Мы туда, в ваш район, обязательно еще раз и не раз приедем. Конкретно в район Митина. Посмотреть не только, как работают магазины, а там у вас их великое множество. Нам накидали столько магазов, которые алкашкой торгуют. Я понимаю, что это не новость. И у меня в родном городе это происходит, и везде. Но по району Митина это такая дыра, как в Химках. Просто клондайк. Если вы там не наведете порядок, видео, они не заставят себя долго ждать. И поверьте, рано или поздно будет как в Химках. Когда просто полетят погоны, полетят шапки и полетят неполные служебные ВГВРшники. Рано или поздно все этим закончится. Нам в Химках хватило сколько там? 7 серий, да? 7 раз мы приехали, но мы добились своего. И магазины закрылись, и люди повыкидывали вот этих вот оборотней, как мы считаем. По крайней мере, ладно, я считаю, буду говорить за себя. Конкретно к вам, я очень надеюсь, что просто был, я не знаю, ретроградный Меркурий, что-то там произошло, что-то случилось, и просто вы себя так повели. Девушки, сотрудники так себя не ведут. Это такое мразотство, это так ужасно, вот как ты себя вела. Я тебя нисколько не уважаю, ни как сотрудника, ни как человека. Я уверен, мы еще пересечемся. И лично я буду задавать вопросы согласно закону, и ты будешь именно служить согласно закону. Потому что то, что ты там творила, очень много, я уже вижу, что не попало на камеру, что Артем пожалел, он это вырезал. Я очень жалею, что все, что ты там говорила и творила, не попало на камеру. Чтобы опять же вышестоящее руководство, люди посмотрели и уволили вас к чертовой матери. Либо перевели куда-нибудь вон ходить по улицам. Понимаешь, да и туда вас тоже ставить. Такое себе, потому что там тоже люди. Вот все, что я вам хотел сказать двум. Я все. Я прям теперь... Мне спокойно. У меня просто, знаете, накипело. Я стоял, молчал очень, очень долго в магазине. Мне очень было грустно. Причем я к тебе обратился, кстати, пока ты в машине сидишь. Ты очень грустный сидел. Очень грустный, потому что тебе позвонили и сказали, что ты сорвал джекпот. 3 семерки. И я уверен, что после этих выпусков там вообще будет все хорошо. Шел бы на операцию и не знал, как держать скальпель. Некоторые люди не понимают, что сотрудник полиции — это не просто их друг, который может чего-то не знать. Ну, главное, чтобы человек был хороший. Нет, это представитель власти. По первой части мы поняли, что он плохо знает законы, даже собственный закон о полиции. Настолько плохо, что я рассказывал ему статьи. И если вы думаете, что это все хихоньки да хахоньки, и вас это точно не коснется, это не так. Когда такой сотрудник полиции приедет к вам, и если у вас не будет камер, или вы недостаточно хорошо знаете закон, скорее всего, он вас просто задавит, задержит, и еще и по 19.3 привлечет за невыполнение его, но в его... У вас бланки есть? Помните в первой части? Чего вы возьмите там все сами заполните, приезжайте к нам. Чего? Кого? Какие? Я так и не понял. Я до сегодняшнего дня так и не понял, какие бланки должны быть. Я у Артема спросил, он тоже не в курсах. Мы в недоумении. Объясни нам, капитан, какие бланки мы должны где заполнять, куда тебе что привозить. Я не могу понять, что у вас там происходит. В случае незаконного требования сотрудника. И потом вы будете доказывать, отсидев в обезьяннике, что вы не верблюд. Если сотрудник не знает закон, абсолютно. Значит... Чувствуете, у Артема тоже как сгорело? У него сгорело очень сильно тоже. Потому что я не знаю, почему он не стал все выкладывать. Ну ладно, это и как бы его право. Он, по моему мнению, класть хотел на законы. И соблюдать их с вами он явно не станет. Когда вас в следующий раз такой сотрудник задержит или по своему желанию потребует документы, вы поймете, о чем я говорю. Можно даже сказать, что из-за собственного незнания закона такой сотрудник может хорошенько подпортить кому-то жизнь, если не разрушить ее. Тем более, по моему мнению, в первой части он откровенно издевался над нами. 100%. Хихикал, ухмылялся, когда ему называли статьи закона. У тебя больше прав? Я очень хочу послушать мнение людей. Кто не смотрел первую часть, посмотрите, напишите каждый комментарий. Вот не поленитесь. Оставьте просто ваше мнение. Вот по первой части. Посмотрите и первую, и вторую часть. Я очень хочу, чтобы вот вы реально сказали ваше мнение. Без эмоций, без всего. Просто ваше мнение. Если даже оно будет не схоже с моим, пожалуйста, ребят, все комментарии останутся. Не надо только никого оскорблять, там, людей, там, еще кого-то. Выскажитесь вот то, как вы считаете. Очень будет интересно послушать. И больше обязанностей. Но ты почему-то считаешь, что смешно, да? Ну, посмейся. Я не против. На службе смешно, когда эти законы объясняют.
Если бы этот сотрудник просто сразу представился после моего вопроса, кто он, то на этом все бы и закончилось. Он прекрасно понял, что я от него хочу, но он решил издеваться. Такие, как мне кажется, любят пользоваться должностным положением и издеваться над гражданами, чувствуя свою власть. И страшно, что у него в голове с таким подходом к службе. Да, кстати, друзья, все, кто у нас служит, да, товарищи, там в KFC, в Бургер Кинге, вы поняли, да, о ком речь? Все-таки я... У нас всегда тоже есть свой материал. Если нужно что-то куда-то предоставить, без монтажа, без всяких склеек, пожалуйста. То есть, ну, с кем мы лично знакомы, спрашивайте, не стесняйтесь. Очень много нам часто вклиниваетесь, помогаете. Спасибо вам за это огромное. Спасибо, что не остаетесь равнодушными, ребят. С Очень учетом, приятно. что у него еще и оружие при себе. А также надо понимать, что таких сотрудников не поддерживают даже их коллеги, так как подобные сотрудники бросают тень на всех нормальных ребят, которые служат Вот. в полиции. Может быть, он неплохой человек, друг, муж, товарищ, но когда он надевает форму, этого становится недостаточно. И надеюсь, вы понимаете, что все мои разборки Просто с абсолютно полицейскими правильно. делаются для вашего блага, чтобы вы понимали, с какой ситуацией вы можете столкнуться, знали, какие Это на камеры. Это он так на камеры себя ведет. Представляете, что он без камер будет вытворять? у вас есть права и были С готовы обычными к вот любой людьми ситуации, с улицы. а также знали, как выйти из нее, не уехав в отдел по беспределу. Извиняюсь, сотрудник полиции, что по поводу алкоголя? Мы вам подадим заявление или что? Я задал вопрос, они приехали Вы конкретно вправе, на... устное заявление подать, Так, после Он чего? несовершеннолетний? да. Но нам нужно Родители подтверждение. Без понятия, он купил алкоголь, мы продали здесь алкоголь. Документы, может, средства. Родители где? Я так и не понял этого вопроса. Куда подать заявление на то, что здесь осуществляется продажа алкоголя несовершеннолетним? Он здесь, да, здесь. Чек здесь, да, здесь. Что продали здесь, да, здесь. Парень здесь, да, здесь. Который купил. В чем здесь родители? У него есть документы, естественно. Отлично, мы еще пока не видели, мы видеть чем занимаемся. Ну, может, сначала несовершеннолетнего отпустим, сначала с алкоголем разберемся, нет? Начали вот это вот делать. Ну, как будто это логично, чтобы несовершеннолетнего не держать здесь. Не-не, логика там. Можно ваши лица фиксировать или нет? Не отвлекайте меня. Я записываю осмотр места происшествия. Вы до этого ко мне обратились. Я Что? к вам не обращаюсь. Товарищ лейтенант, Нельзя. почему вы так тихо говорите? Вы мне только что в ухо так хорошо крикнули. Это к вам? Я к вам не обращаюсь. Я сейчас пишу осмотр места Где у вас происшествия. нагрудный знак? Я сейчас пишу осмотр места происшествия. Вам не выдают их? Ни головного убора, ничего нет? Или Митина как-то по-другому служит? А вот так служит. Нагрудного знака нет, представляться не надо, ты упрашиваешь, чтобы тебе... Все. А дальше позиция очень простая. А я что? А я ничего. Я вообще материал составляю. То есть она ужалила там, здесь, тут, и потом, а я... Так, не мешайте, пожалуйста. Вот это вот, поняли? Представились. Удостоверение показать еще отдельная тема. И потом тебе еще... Оценки КВН. здесь. Да. Потом тебе еще запрещают фиксировать. Но С обосновать первой никто части, еще не да, там может. кто посмотрит, Никто поймет. причину не может сказать, почему документ надо предоставить и так далее. Так, я вам показал удостоверение. Вы Безусловно. Артем, Волков Артем кто? Алексеевич. Покажите, представьтесь. Волков Артем Алексеевич, я Покажите. представился. Документы есть у вас? Конечно. Удостоверяющие личность? Конечно. Покажите. Основание. Узнать, кто вы есть. Такого нет основания. Есть основания по требованиям. Нет. Статья Вы- 13 закона о Вы полиции. сказали, что вызывали. Так. Вы кто? Гражданин. Ну, покажите свои документы. Основание. Статья 13 закона о полиции. Права полиции. Я понимаю, сотрудник полиции. Для вас это новые слова, какие-то новые статьи. Какие у нас есть? По Вы требованиям можете Основание. показать? Нет? Покажите мне. Я хочу. Основание скажите, я вам покажу документ. Нет, я хочу. сотрудника полиции Какие основания есть, чтобы потребовать документы у гражданина сотрудника полиции? удостовериться Давайте. вашей личности. Такого нет основания в статье 13. Еще. Есть. Двойка, еще. Вы не знаете? Я не основания? знаю. Если имеются... Перечисляю вам, я их наизусть знаю. Если имеются данные, дающие основания подозревать... Хорошо. Если даже у сотрудника СОГа нет нагрудного знака, Данкин, ты как полиционер у нас, да? Ты про форму одежды тоже мне что-то хочешь сказать? Про то, как представляться надо, ты тоже хочешь сказать? Я понимаю, что ты, всячески хочешь это как бы донести, да, то, что она все правильно делает, но я тебе говорю, то, что хорошо, давайте, допустим, у сотрудника СОГа не должно быть, вполне не исключаю. Но головной убор должен быть. А нараспашку вот это что такое? Что это за вот эти вот
Скотчи, не скотчи. Где документы? Здравия желаю, там, такая-то, такая-то там. Вот, приехали по такому-то, такому-то, с такого-то, такого-то отдела. Нет? Хотя да. Меня в совершении преступления полагает, что я нахожусь в розыске или имеется повод к возбуждению дела об административном правонарушении. Под какой из этих 3 пунктов я сейчас попадаю конкретно? Он чуть с ума не сошел. Много информации. Такого нет основания. 3 пункта! 3! Нету там такого! Вы не подозреваемый сейчас. Вопрос, на каком основании вы мне требуете документы вообще? Вы не имеете права их требовать, сотрудник полиции. Я вас спрашиваю. Я вам представился. Представился? Вы назвали только имя. Я вам ФИО назвал полностью. Ну, еще раз назовите. Я что, попугай? Где ответственный дежурный? А вот я только что спрашивал, он сказал, что позвонит, узнает. Он сказал, что он приедет вместе с Соком. Обманул. А он общается по телефону, подожди, не будем. Врунишка. Консультируется. Ответственный сюда приедет 100%. Или мы в отдел поедем? Да. О, что с ответственным? Вас попросили вызвать ответственного дежурного. Можно это упячка, помните, раньше такой был этот мем. Он, видите, он у нас из веселых. Можно на превью тебя еще раз поставлю? Сейчас, одну секунду, ты здесь где-то прям отчудил так красиво. Сейчас, родной. Где-то ты здесь О, что с ответственным? выдал. Сейчас, родной, подожди. О! Готово! Молодец! Молодец, родной! Во все соцсети пойдешь. Молодец. Ты веселый парень, веселый капитан, да. Веселый капитан, да, я тебя так и называть буду теперь. И обязательно в Митино в следующий раз приедем, обязательно. Весело всем весело, все веселятся. Да, я жду, когда или с ОСБ придут, или еще там из одних ребят, там 2 буквы. Да, и там вообще ребята классные, да, там как раз и по поводу законов они могут поинтересоваться, как вы вообще обучаетесь и проходите ли вы вообще какие-то знания, вас закладывают. А знаешь, кому первому, товарищ капитан, пойдут? К твоему руководству зайдут, спросят, а вообще он когда последний раз, ну как вообще сдает все, нет? Физо там могут спросить, там вообще много могут на самом деле поинтересоваться, да. Таких весельчаков их любят очень, да, эти, которые приходят с такими вот. А знаешь, какие лица у них вот такие? Да. И они не очень шутки любят, вот такие они. Да, там с ними не пошутишь. Да, с КС, да, что-то там с КС связано, вот 2 буквы, я не помню, там, правда, последовательность там. Возможно, путаю. На превью, да, на превью пойдет у нас. Вас Молодец. попросили вызвать ответственного дежурного. Он приедет. Инструктаж идет, ожидайте. Инструктаж идет. Да. Инструктаж. Время 10, сколько? 11 часов ночи. Инструктаж идет. Инструктаж, понимаете? В Митино проходит. Ну, возможно, что-то случилось. Ладно. Подъедет кто-то или нет? Да, подъедет. Ну, Подъедет. сказали, Направят, да. Оперативный Да. дежурный сказал, да. Оперативный дежурный. Да. А я же позвоню, могу в дежурную часть уточнить. Нет, нам сотрудник сказал, что он подъедет. Подожди, я сотруднику полиции, конечно, могу поверить, но уточнить всегда лучше. Поняли, да? Ребят, веселье. У них там это... Но уточнить всегда лучше. свой уголок. Смотри на лица. Здравствуйте, а вот вызывали Мы вам в сотрудника- следующий раз с Артемом маракасики подарим. Такие, знаете, чук-чук-чук-чук, как в фильме «Маска» было. Помнишь? Помнишь это, София? В маске такие. Чук-чук-чук-чук. Да, и вы нас будете развлекать. Вы такие веселые, такие классные. Хотите, мы постоим, поразвлекаем. Да, только у вас на участке алкоголь детям продают. И просрочки 3 вагона. И детское питание просроченное. А так вообще можно, да, дальше, в принципе, в маракасике постучать, пока не придут. Пока вам, блядь, не постучат по голове. Да, а так все, так можно, да. Это Арривада! в полиции в магазин по адресу генерала Белобородова, 34. Попросили вызвать ответственного. О, кстати, адрес конфликтная кто ситуация с спрашивал? сотрудниками. Подъедет ответственный или нет, не подскажете? Да, ответственный, в связи с чем вам нужен? Конфликтная ситуация с сотрудниками полиции. Ну, ответственный вам зачем? Решите, Лучшие друзья. решите эту конфликтную ситуацию, да. Ну, решите, а кто тут должен ответственный решить? Конечно, а кто? Конфликтная ситуация. Ты представляешь, в дежурке что говорят? Это еще один их лучший друг. Это вы вообще представляете себе? Здравствуйте, у нас конфликтная ситуация. Есть черным по белому прописано. Вызовите ответственного дежурного. Потому что человек вообще непонятно, кто он, сотрудник, не сотрудник, кто он приехал. Здесь трэш творится.
Говорит, кто в дежурке спрашивают, кто дежурный должен приехать это решить. В Митино, я думаю, что скоро сползет уж большой в виде этого. Да. Кем? Такого. С сотрудниками Вот полиции. такая бимба. Какая конфликтная ситуация с сотрудниками полиции? Нам нужен ответственный. Я говорю, какая у вас конфликтная ситуация? Сотрудник полиции почему-то Дежурки. считает, что можно не представляться, не показывать удостоверение. Сотрудник полиции почему-то считает, что может просто так потребовать документы, ему гражданин обязан представиться. Сотрудник полиции без значка принесения службы в общественном месте. Ожидайте, подъедет. Но обычно, знаешь, после первого нашего Прилетел панч. Ожидайте, подъедет. Спойлер. Никто не приехал. Дежурный, кто в этот день дежурил. Ответственный. Мы все равно увидимся. А выхода нет! А ключ поверни и полетели! Вот так вот будет, да. Можем, моем. визита меняется все в отделах полиции. Ты знаешь, И отношения ты знаешь, меняются. Я очень рад, Артем, заодно, то, что нас Я узнал, смотрят что у очень меня- хорошие люди, которые хотя бы могут... Нам как раз за день до этого они написали. Да. Говорит, Алексей, когда у вас следующий рейд? Я говорю, вы будете смеяться, но завтра. Они говорят, правда? Сразу нам материальчик скидывайте. Я говорю, хорошо. как-то на эту ситуацию повлиять. Если мы не Кстати, заявление я пока не писал. Очень хочется написать. Да, чтобы началось. можем, если Да, нас но обычно пока не людей не писал. слышат, но значит есть Когда люди, вот так вот, зрители, тебе которые могут... подходят, в спину кричат, и человеку даже головного убора Но нет. я охренел, как она крикнула. Я говорю, я не ожидал. Я не то, что я там нежный какой-то, но просто я аж дернулся. Я такой, типа, чё? Кого? Это еще что-то Она пытается. смеется, ей без разницы. Да пусть смеются еще. Потом, когда проверка придет в отдел, когда всех на ковер позовут, там потом все будут смеяться. Ну, как в Химках, там тоже все веселились с маракасами. Там вообще весело было, да. Там то задержанные через окно убегали. Люди их сами задерживали, да. Посмотрите тоже, там вообще песни в Химках. Там выпуски, или у меня, или у Артема. Гляньте, там вообще там 7 выпусков, 7. Там как это, неуловимые мстители, понял? Да, многосерийный сериал был, да. Хорошо, с хорошим, кстати, концом Эй, закончился. ты вот все это носишь, есть ли смысл сейчас все это изымать? Может, они просто выкинут это все, утилизируют? Вот именно вот это то, что вот без маркировки, непросроченное. Скажите, есть два варианта. Вот то, что мы А носим, я 2 стула. вы можете просто это утилизировать. Будьте любезны, ребят, начните это делать. Все, что нормально, не промаркировано, пожалуйста, утилизируйте при нас, порежьте ножницами, еще что-то. Вот этот хлеб, он супер долго хранится, кстати. Он очень Смотри, долго хранится. даже он Ни разу нигде мне вот этот хлеб, поняли, да, вот этот для сэндвичей, как он, чини сэндвичи, вот эти слова ваши заморские. Этот, как его называют? Я ни разу не видел, чтобы он портился. У него срок годности что-то там вообще какой-то долгоиграющий. Он ни разу мне не попадался хлеб вот в таком состоянии. Этот. Всегда надо начинать. в плесени уже. А это не к нам? И снова здравствуйте. Вас прислали. Ответственный от руководства уехал, попросил меня, соответственно, приехать разобраться. А куда ответственный уехал? Куда уехал? Ну ладно, наверное, срочный вызов. Что произошло? Так, вопрос. Сотрудник полиции, когда Чтобы вы понимали, почему он так реагирует и вообще, что происходит, не подумайте. Я еще раз говорю, что это подписчик, не подписчик, еще кто-то там, кореш наш, еще кто-то. Мы буквально несколько часов назад с Артемом были тоже в районе Митина, тоже в магазине. И тоже там джекпот 3 семерки. И приехали вот эти вот ребята. Ну там все вот так вот. Вот так вот просто. Все четко. Как с этого? Там туда-сюда, ребята, сейчас все, там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Моментально все оформили, все. Все. А здесь он говорит, что опять вы? Я угорал вообще. Такой он веселый, да. При этом законы знает. Он веселый-то веселый, да, но закончики он все знает, кстати. Он мне так хорошо... Я начал так вот так где-то что-то там поспрашивать. Я говорю, а разве так можно? Он говорит, конечно, нельзя, согласно такому-то, часть такая-то. Я такой, о. То есть, вроде как и весело, да, но при этом маракасы не нужны. Да, то есть, я же говорю, всегда есть черное и белое. Две стороны. Да, и вот очень хочется, чтобы беленького было все-таки вот побольше, которые, да, вот они служат именно. Да, вот очень вот я вот жду.
И значок здесь есть на груди, и все есть вроде как. И ручки есть, и бланки есть, блядь, и устного заявления. Все есть, понимаешь? Да, не как у Данкина. Обращаться к гражданам должен представляться? Конечно, Или его надо естественно. упрашивать? Нет. Удостоверение должен предъявить, если гражданин... При выходит? своих товарищах не побоялся сказать. Понятно, что, ну, вопрос такой, что как бы он с подвохом, да? Он прекрасно понимает то, что это говорят про товарищей. Он стоит, он в присутствии даже майора говорит, конечно, должен. Такой, знаете, этот базовый. Конечно, должен. Как-то, конечно. И это, конечно. То есть, вообще плевать. Если просит Да. гражданин по федеральному закону о полиции, да, естественно. Второй вопрос. Сотрудник полиции может просто так попросить документы, потому что ему так хочется? Ну, и у нас есть основания, на которых он имеет право, соответственно, попросить. Почему-то у вас сотрудник ППС все это делает. Не могу. Вот! Вот! Ну как, ну как вы, как это происходит? Ну как? Капитан! Адвокат! Адвокат! Как это происходит? Почему он знает, ты не знаешь? Как это работает? Он старлей, ты капитан. Поменяйте званиями. Так лучше будет для всех. Могу вам сказать за других сотрудников. Обязательно в комментариях, обязательно людям этим говорите, всегда должно быть все справедливо, я считаю. И люди, которые реально несут службу, ребята, они все читают, они все мониторят. И комментарии, и все остальное. Поддержите их тоже. Ведь сложная, реально сложная служба, особенно когда ее несешь вот с такими вот персонажами, вот с этими юмористами, маракасиками. Да, поддержите их. Это очень важно. Напишите там в комментах прям чтобы вот от души. Понимаешь, а он почитает. Ему приятно будет. Старший лейтенант, вы нам посланы, наверное, все-таки сегодня какой-то лучик есть среди этого. Потому Всё что возможно. реально из всего вот дня 2 рейда, и вот один человек, один он, вот этот, и еще, нет, подождите, еще два человека, потому что они приезжали, уезжали. Вот еще 2 человека адекватных. Все остальное там просто там пенная вечеринка. Можно, я не могу. Грустного этого. И он реально от души, он такой. Сотрудника вот. полиции мы это уже сегодня видели в другом магазине, и просто было все идеально, хочу сказать. Второй вопрос. А можно разве при несении службы в общественном месте находиться без нагрудного знака? Вот у вас я вижу нагрудный знак. Опять же, если вы это увидели у какого-то сотрудника полиции, Вот конкретно. ну, может быть, забыл одеть, не могу вам сказать. Не Где Данкин? Данкин, кто не знает, это у нас... очень захотелось сказать оборотень. Наверное, в игры переиграл. Я, естественно, вот. Но оборотень он. Да. Данкин, ты мне что-то сказать хочешь? За нагрудный знак, нет? А вот здесь вот товарищ старший лейтенант говорит другое. А? готов нести ответственность. А она стоит, прикинь. Ты послушай, что он говорит. Вы вслушайтесь. Это же самый цимус. Он при ней стоит, это говорит. У какого-то сотрудника полиции. Вот конкретно. Ну, может быть, забыл одеть, не могу вам сказать. Не готов нести ответственность. Как Вицин. А что с лицом? А чё не веселимся? А чё такое? А где? Почему не весело? Почему не весело-то? А мне кажется, очень весело. Очень забавно. Что такое? Товарищ отчитывает. Не то чтобы отчитывает, он тебе констатирует, как должно быть. Нет? Разве? Наверное, это другое, да. Ответственность за данного сотрудника. Как же вас прислали к нам, если вы не можете ни на что ответить? Мы-то ждали ответственного, чтобы он нам все разъяснил. Ну, видите, ответственный прислал А меня, если потому вот что... просим, можно это устранить же, да? Это же недостаток принесения службы. Конечно. Товарищ лейтенант, устраните, пожалуйста. Я ждал этого момента, я его это ждал. Я ж не зря же, да, папка там в штабе сидел, да, в свое время. Я в штабе, ребят, я за бумажками, я не шарю особо. Я этих фильмов насмотрелся, да, про криминал, поэтому умный такой. Да, вот. Понимаешь, а я ждал вот этот панч, вот этот поворот событий. Но вы должны почувствовать актерскую игру. Понимаете, сначала ты как бы даешь возможность, чтобы она почувствовала, что она, блядь, вот эта вот акула, да, акула. А на самом деле она такая вот... Такая, понимаешь? Да, как неважно. Ладно, в стакане там что-то да, писарем, да, писарем. Вот, и понимаешь, и она такая... И все, понимаешь, ей говорят, иди устрани, иди устрани, иди. Внимание, барабанная дробь. Опять
Хотели маракасики достать, но не получилось. Я не очень это весь. Головной убор, пожалуйста, и Но она нагрудный находится знак. в помещении все-таки. Хорошо, нагрудный знак. По поводу нагрудного знака, да, возможно. Я не переживаю вообще ни за что. Я напоминаю, вот здесь вот, где микрофончик, там товарищ майор, если что, которая очень гордилась и которая на меня с яростным взглядом смотрела. У меня вопрос к товарищу майору, без негатива, правда. К вам без негатива. К вам, заметьте. А почему нельзя посодействовать и сказать товарищу лейтенанту устранить недостатки при несении, заметьте, службы? Нет ответа. Почему надо было ждать ответственного? Почему надо было еще что-то? Какие-то конфликтные ситуации, кого-то выдергивать? Зачем надо было провоцировать людей? Почему просто нельзя было дойти до автомобиля? Да? Повесить нагрудный знак. Непонятно. Ой, как это мило! Сука, как это мило! Я не переживаю вообще ни за что. Вы не переживайте. Давай посплетничаем, пошушукаемся. Давайте, какой больше нравится? Вот тот вот, который красивый, в рваной футболке, или вот тот вот большой такой накачанный? Тебе какой больше нравится? Ой, мне вот этот вот. Ой, и мне тоже. Давай как-нибудь поделим, дай его. Давай. Ай, ну давай, ладно. Эй, бля. Вот оно, понимаешь, это же потрясающе, да? Пошла первая торпеда. Чего? Алкоголь тут купили, не представляете? Купили алкоголь все-таки, да? Несовершеннолетнему, да, Совершеннолетний продали. еще купил мальчик. Заявление, объяснение будете писать? О, может, мы вам подадим? Кто ты? Кто ты, воин? Ну как ты? Ну ты же... Кто ты? Кто ты, старлей? Кто ты? Ты же святой человек. Ты же нам... Я же говорю, это может быть все-таки... Мы что-то хорошее все-таки, наверное, делаем, и где-то вот сверху нам время от времени вот эта вот порцайка выдается в виде вот... Он святой. Я же говорю, он святой. Пока, если у вас есть бланк или нет с собой. Все, у меня все есть с собой. У меня все есть. У меня все есть. Я все знаю, я законы знаю, у меня все есть. Господи, кто ты? Кто? Я еще раз говорю, там, может, крылья где-нибудь сзади, нимб где-нибудь он в машине потерял. Кто этот человек? Ну, у него все есть. У него что не спроси, у него все есть. Вспомните предыдущие выпуски, что происходит. Люди даже многие не знают, какой бланк, какого устного заявления. Что ты от меня вообще хочешь? У этого все есть уже с собой. Может, подадим грамотному сотруднику Можно бланки? просто, чтобы мы до А у пацана вас, отпустили? скажите, вопрос такой, фото-видеофиксация была? Да. Так, все так же, устная? Да. Если есть бланки с собой еще. Конечно. А что, В следующий раз я обязательно, надо только поинтересоваться, где это, я хочу написать вот ему письменную благодарность этому человеку. Потому что таких сотрудников должно быть только больше. Я понимаю, что там выпишут премию в 2000 рублей 158 копеек, да. Но сама суть, понимаешь? Суть важна. Да. по срочным товарам вы как-то... Ну, вон они все описывают. Ну, вы по этому поводу тоже будете писать заявление? Естественно. Я так понимаю, сотрудник полиции не хочет устранять недостаток форменной одежды. На принципиально. Слышу вас. Давайте я сначала... Мы с вами с этим закончим. Давайте. Потом уже вернемся к сотрудникам полиции. Давайте. Так, можно еще раз ваши данные? Да. Не, ребята все вынесли, кстати, без всяких проблем. Просто интересно, смысл вас отправляют, если... Ну, не вы этим должны заниматься. Весь день он на ногах был. Вот сколько мы вот ходили, да, он там полностью все оформил. Еще поехал на вызовы, и сюда его еще отправили все оформлять. Весь день он вот так вот веселился. Не я, но я человек подневольный, сами понимаете. Прозвон. Алло. Наша тайная птичка на улице заметила, что другой сотрудник дал ей нагрудный знак, чтобы ее выручить. Но она его все равно не надела. Опять же, это только наши фантазии, ничего не утверждаем. Скажу честно, мы алкоголем вообще этим не занимаемся. Полная фантазия.
Мы ничего не утверждаем, но нагрудный знак так и не появился. И недостаток не был устранен. На самом деле, я добавлю немножечко слова Артема, но нагрудный знак уже в этот момент находился при ней. Но она его принципиально не стала одевать. Принципиально. Хотите верьте, хотите нет, но просто как бы... Ну, я все это видел. Да. Принципиально она не стала это делать. Обязательно в следующий раз мы увидимся. Обязательно. Мы Только в следующий раз я напишу заявление. Вот конкретно. Вот, на вот это вот. Принципиально. просрочками занимаемся. Ну, Но жалобы были. И на мы этот прямо вот до магазин. конца как доведем. оказывается, подтвердили жалобу? Подтвердились. Несовершеннолетние ребята, купившие алкоголь, сами изъявили такое Да, желание. да. Мы об этом их не просили. До Я этого был, кстати, очень удивлен позиции пацанов, вот этих вот молодых, потому что вообще мы когда смотрели, вот первый рейд провели, начали смотреть, да, то есть по картам, то есть там где за алкоголь, где еще что-то, и они сами говорят, слушайте, есть место, там продают алкоголь, давайте поедем, мы типа купим специально, а вы их это. Я говорю, не, типа так за камерой, я говорю, а в чем проблема-то, что случилось? Ну, потому что алкашку продают. Типа травят людей. То есть, вроде молодые, но уже идея есть, да, определенная. Я не говорю, что они там, может быть, не пьют, не бухают, там еще что-то, но сами вызвались. Вот два парня сами вызвались. Давайте мы поедем. Не стали ни на хвоста прыгать, чтобы там что-то как поснимать для себя. Сами сели на автобус, сами приехали. Вопросов нет. Молодцы, пацаны. Еще раз вам во втором выпуске тоже скажу спасибо. Спасибо. До дома я отправил. Как и обещал, к отцу отправил. Вот, который купил. Молодец. У вас сын молодец. Можете так мои слова и передать. Красавчик парень. дня с ребятами мы не были знакомы. При Хорошее этом, дело когда мы сделал. узнали, что они купили алкоголь, сперва мы связались с родителями ребят и уточнили, Если что, я разговаривал с его отцом. все ли в порядке и не против ли родители. По времени, то, что он после 10 приедет домой, то, что он рядом с нами, то, что он в безопасности, то, что я его посажу на такси, то, что когда задержались, я опять позвонили отцу, все сказали, то есть, чтоб никто не волновался, потому что я все-таки сам отец уже. А у меня уже тоже скоро подрастет, начнет там вот это вот, сейчас, в 10, в 11. Если Скажешь. их дети помогут привлечь сотрудников магазина, которые травят и спаивают молодежь, так как алкоголь купили именно они, а не мы. Скажите, пожалуйста, вот это тоже просрочка или что это? Так, какой конкретный товар? Помимо корзины, что еще? Вот этот рис белый просрочен. На части товара отсутствует маркировка, часть товара просрочена. То есть это ваш, ну как бы... Да, это мы нашли все. Все, что лежит на холодильнике? Все, что лежит на холодильнике, мы все это, да, нашли. Помните, что купил? Да, естественно, было куплено пиво. Я деньги не вернул. За кексик деньги не вернул. По-моему, не вернул. Я в тильте. Бутылки куплено, а одну подарили. От чистого сердца. Папа попросил, серьезно говорю. Точно умер папа, да? Телефон у меня сел. Если честно скажешь, папа, мужской. Я Честно. отдам. Ладно, хорошо, другу беру. Нет, Ну вот компании выпить хотим. себя скажи, я отдам. Себе, Вот так нельзя сказать. Скажи себе. себе. Что я вот этого не слышал. Бесплатно я возьми. Как это пиво? Вот кассир подарил просто. Типа, я Мы тоже не поняли. Он первый раз вышел, говорит, мне бутылку. С бутылкой такой идет довольный. Мне, говорит, ее дали. Я говорю, чего? Он говорит, ну просто вот мне дали бутылку. Я говорю, как, блин? Говорит, ну просто вот подарили. Я говорю, идите еще раз. Пошли. здесь день поработаю, завтра уйду, уже никто не будет пересчитывать, все равно инвентаризации не будет никакой. Я тоже, да, не понял. К руководству магазина, наверное, есть о чем задуматься. Что это за движ такой? Причем пиво вроде нормальное, не просроченное. Тогда вам тоже бланк. Идите, пишите.
начиная с первого пункта Лицо несовершеннолетних почему не скрыть? В смысле, с их согласия и согласия родителей. О чем ты? до сюда. Здесь, соответственно, пишите, как все было, кто пришел, Более с кто ними на пришел, связи. что хотели, что купили. Фотография. Вот здесь вообще была песня. И оказывается, что документов нет еще. Вы гражданин какой страны? Российское гражданство. И паспорта нет. Фотографии. Госуслуги, да. Сбербанк. Кто-то сможет. Нет, Сбербанк. Онлайн забрала. Сбербанк онлайн. Кто дома есть, пускай вам фотографию вышлют. Сотрудник уже максимально идет навстречу, говорит, что-нибудь отправьте, чтобы понять, что это. Далеко живете? Ехать в отдел устанавливать личность. Подумайте сейчас хорошо, чтобы вас в отдел не доставлять, не устанавливать вашу личность. Кто может вам скинуть фотографии, где вы можете найти? Я вам говорю, подумайте, пока мы пишем все заявления, ищите. Я не знаю, кстати, как первый день А как он, правда, начал работать без документов, но... А как его на работу вообще взяли за кассу? на работе без документов, реально? Ты же устроился сюда, да, работать? Нет еще. Тебе говорили, что... Меня вызывали, здесь никого. То есть он в первый день пришел на работу без документов. Отдал просто так пацану пиво. И у него с собой документов нет. Получается, даже сами не знаете, кто у вас заказ состоит. Здесь должно быть, Зем, кинь сервак. Ребят спрашивают в чате. значит, Ну, значит, у вас же должны быть данные сотрудники. Сервак, ты меня спрашиваешь, какой сервак? В линягу мы играем, в Lineage, понимаешь? L2. Да, на X1, HF, там, бегаем, там, качаемся, глаза все красные. Там вот зайдешь, посмотришь. У нас просто сегодня человек не вышел, срочно кто-то понадобился. Ну хорошо, но вы же не могли неизвестного человека поставить. Данные в здесь. любом случае должны быть. Ха, Сабинка душит. Жестко, жестко, прям дубасит. Вы официально трудоустроены? Официально, да. Слишком много вопросов. В любом случае, у администратора должна быть проверка. Ну, конечно, что-то должно быть. Ну, естественно, он же отвечает за товар. У вас же, может, копия документов есть, еще что-то. Ничего нет. Я извиняюсь, а почему он сам не пишет заявление? Объяснение. Объяснение. Не может написать? Товарищ администратор, убирать кто-то будет или нет? Почему у нас все из-под палки? Часто вообще подростки вот так приходят, пытаются купить алкоголь? Пытаются допустим, по телефону что-то документы. Ну да, я и спрашиваю, что Да, очевидно, что подросток. Очень часто. Ну, видимо, это работает. Сегодня это сработало. 16 лет парню, я думал 16 хотя бы. Как закрыта? Дверь открыта. Не работает. Попозже. Попозже, через сколько? Алкоголь до 11 продают. Ой, да ладно вам до 11. Так, ребят, заявление по поводу продажи несовершеннолетнему алкоголя написано. Тогда Все мне, четко. смотрите, мне с вас нужен договор аренды прямо сейчас. Да, надо искать. Договор аренды. Поехали. ИП, ИНН. ИНН, снимок с квадрокоптера. И со Они же спутника. должны в магазине в уголке потребителя висеть. Есть уголок потребителя? А, кстати, лицензию на крепкий алкоголь вы так и не предоставили. А, есть? А, есть. Ну да. Сейчас у вас продается крепкий. Если честно, я так и не понял, как у них вообще осуществляется реализация. Причем я поинтересовался, я не знаю, вставит Артем это в ролик, я говорю, в чем проблема, вот, ну, уголок потребителя, маленький совсем он, повесьте, ну, лицензию на алкоголь и там элементарную эту книжку жалоб воткните. Крепкий алкоголь, предоставьте, пожалуйста, лицензию. Либо в электронном, либо в бумажном виде. Сабинка где у нас? Ну, это в службе судебных приставов, да. Тоже сидела там писарем. Где? У нас вообще на канале все писать любят. Тут документов на магазин нет, на алкоголь не могут предоставить документы, ничего. Сейчас магазин придется, я чувствую, закрывать. У нас все документы в бухгалтере. Мы только можем завтра все предоставить. Я не понял, почему. Звоните Причем второй бухгалтеру. магазин, где документы у Как бухгалтера. работает? Данный человек как работает? Нашли документы? Не отвечает никто. Вы же раньше где-то работали. Может, прошлому работодателю наберете, чтобы вдруг у него... Он уже говорит, он уже подсказывает максимально парню. Он говорит, может, ну, где-нибудь, да, типа, чтобы только его не доставлять. Что это затянется. Все устали. остались ваши. Он говорит, где-нибудь дай что-нибудь хотя бы. Хоть какую-то фотографию, не знаю.
Все, началось. А там с окна кричит, сейчас полицию вызову. Мы, короче, стояли на улице, разговаривали там с сотрудниками, с ребятами, ну, там, с отцом как раз, вот я с его поговорил, там, сказал, что не переживайте, все нормально. Бабка с первого этажа высовывается. Ну, она видит, у нас кучка стоит, но, видать, не увидела сотрудников, то, что рядом с нами стоят машину сотрудников. Я сейчас... Эй, вы! Чё, блядь? Я сейчас... Ну-ка, быстро все отсюда, я полицию вызову! Я говорю, ничего-то... Не, на самом деле это уважение, молодец. Молодец, больше двух собрались, все. Сразу. Пи-пи-пи-пи. Опа. А телефон уже прозвон идет. Причем хочу пояснить, никто не орал. Никто не галдел, никто не шумел, не ржал как кони. То есть, естественно, все без алкоголя. То есть, все просто спокойно стоят. Ну, и просто ждем, когда все оформят. То есть, просто вот, ну, общались. Причем по кучкам. Там каждый там, ребята там между собой, я сам с сотрудниками. Там еще кто-то подошел. Охренели совсем! А как вы ставите человека, вы говорите, у вас документов нет? Как вы ставите человека, который отвечает за товар, материально ответственное лицо, если он возьмет все и А вы же вынесет? администратор. Как вы поставили человека, у которого нет документов? Угу. Я, может, вам видео по подростку скину, чтобы мне не возить его в отдел. Я не знаю, деньги передал он здесь или раньше. Не-не, там на видео видно. Я просто сам не смотрел еще это видео, честно Не-не, скажу. на видео видно, как он отдает ему денежные средства. Все, я вам отдал видео. Видео у вас. Да, по ночам дискотеку видит. Ничего себе. Надо было сказать, вызывай, может, ответственный бы приехал. Кстати, гений в чате. Маркос, надо тебя на следующий рейд с собой взять. У тебя умные мысли. Круглосуточно же. Алкоголь 24/7. В открытой витрине, думаю, знаете, не должны реализовываться. Уберите, пожалуйста. И стики тоже. Тоже в открытом виде лежат. Я причем, правда, вот этой темы я не понял. То ли они заказали больше, чем нужно. У них две витрины хороших. Вот они, вот прям одна за ней, и вот одна, вот она прям. Вот, ну вот, где у меня вот руки вот она. Вот она. Почему нельзя все туда убрать? Ну, то есть, там с кнопочки раз, она открылась вся. Ну, вы видели такие витрины, да? Почему? Зачем? Под прилавком место. Еще там где-то в подсобке. У них причем подсобка там большая. На магазин документов нет. На алкоголь лицензии нет. У кассира документов Я на улице нет. стоял, я не знал. Подожди, на магазин нет документов. Это как? А вот так, нет документов. Никто не может найти документы на магазин. Получается, искали... В Митино, я еще раз говорю, образовывается черная дыра. Барак Обама. Пожилая воронка. Понимаешь? Воронка. Воронка. Она, причем, знаете, какая воронка? Она не как в космосе образовалась и все, и там закрылась, да? А она плавно перетекла из Химок. Она медленно, короче, она поглотила. Поглотила район Митино. Да. Или там своя была, не знаю, это странно. Но мы закрыли один разлом, да, в этом, эту черную дыру эту, а в Митино, не знаю, пока открыто все. Говорится по-умному. Искали крошку, а нашли батон. Я сам придумал на ходу. Великие цитаты. Я снизу. Это я сказал? Искали крошку, а нашли батон. Я такой сказал на рейде? По-умному. Искали крошку, а нашли батон. Я сам придумал на ходу. Великие Дурак. Как это вообще? Как это сгенерировалось? Второй рейд вообще-то. Может, это от усталости? Я не помню, что я такое говорил. цитаты. Я снизу выведу. Лицензия на алкоголь. 10 тысяч лайков ставите схода. Я каждый выпуск Артема буду говорить по одной цитате. Тоже так и не появилась. Браво! В чате все. Выпечку-то уберите. Выкидывайте, начинаете, что мы ждем. Звонит хотя бы, ну? Нет. А? Нет.
Не понял, что. Одну это он, наверное, имел в виду взять себе. Смотрите, вот этот товар, он без русской маркировки. Вопрос, почему он без русской маркировки? Вы наклеивать должны маркировку. Сейчас выкидываете это, на будущее наклеиваете. Очень грустно, что в таких магазинах сейчас невозможно найти конечное ответственное лицо в моменте времени. Нет, потом оно находится всегда. Я, как всегда говорю, за каждым беспределом стоит конкретный человек, конкретная личность, который, как правило, не любит показываться в кадре. Вот прислали сейчас администратора, да? Не директор приехал, не владелец магазина. Приехал администратор отдуваться. И очень грустно, очень бы хотелось пообщаться непосредственно с руководством магазина, узнать, задать вопрос. Сейчас администратор в таком положении, что ее с двух сторон. С одной стороны... Жалко, на самом деле. Девчонка приехала, она максимально пыталась... Ну, она от нее слова я плохого не услышал. Вот с татуировкой на шее девочка такая. Спасибо за помощь, кстати. Спасибо большое. Максимально пыталась что-то как-то сделать. Она очень растерялась. Мы с Артемом как-то так это... Я говорю, давай, ну, там, тоже как-то, может, поможем, там, еще что-то. Потому что она прям расстроилась, растерялась и такая, типа, ну, это... Не знаю, почему-то как-то я ей поверил. В очередной раз, конечно, но... В очередной раз, я имею в виду, кому-то что-то мне хочется верить, но... Она прям что-то совсем вся это потухла и воткнула вообще прям за прилавком, и все, и стоит такая, типа, не знаю, что делать. Руководство говорит, минимизируй потери, а с другой стороны мы стоим с камерами, с сотрудниками полиции. Ну да, как между двух огней. Минимизировать потери не получится. Все будет до конца и по максимуму. 25-я тележка идет по счету. Прикинь, контейнер целый, битком. Там много выкидывают. А и обязательно подписывайтесь на Бусти. Там вот недавно вышло вот такое эксклюзивное видео. Там недавно, знаешь, там вообще там, да, вышло. Сегодня первый день все еще работаете. Вы сказали, что один день работаете. Посмотрите, там вообще песни. Я подписан, серьезно говорю. И тут, пока Артем рассказывал про Бусти, про все остальное, подходит она. Наша. Она говорит, а если... Это вот я не понимаю, почему не попала. Она говорит... То есть она шла в магазин, получается, крыльцо вот там вот сзади. Вот вон дверка. А мы стоим как бы, ну, вдоль магазина. Вот, опять же, вся вот эта вот честная компания с сотрудниками совсем. Рядом сотрудники, она такая... А если я сейчас заору громко, меня заберут? Если я начну стрелять! Мы как стояли, меня там просто такой прорвало. Я говорю, она говорит, я сейчас начну. Мне, говорит, как раз скучно. Можно мне с вами? А я говорю, что с нами? Ну просто вот с вами, что у вас тут? Давайте я сейчас подам заявление. Я говорю, что происходит? Храни вас Господь. Ну, как я осталась без пива и без мороженого? Ну, мне бы прийти на полчаса раньше. Вам нужно было приходить часа на 3 пораньше. Часа 3 раньше я была на работе. Магазин закрыт, господа. Ребят, закрыт, да, пока что. Закрыт магазин, я вам говорю. А когда он хотя бы откроется? Через час. Мне кажется, завтра. Ну, Наша. Завтра через час мне вряд ли захочется пива. Удачи. Ну что, Я водку буду пить. ребят, по итогу заявления Осуждаю просрочно сам себя. написано. Заявление по купленному подросткам несовершеннолетним. Блин, ну про нее мало совсем выложили. Она там мочила, я говорю, ржали все стояли. Вот такой, о, ворвал. Она долго, она, наверное, минута на 20 там стояла. Алкоголю. Она ко всем, она кто к магазину подходил, она говорит, покурить есть, нет. И говорят, нет. Что ты там куришь? Кто-то, а потом ей кто-то, что-то таксист. На, возьми, говорит, мать. Че ты там, говорит, эти тонкие, говорит, свои мне суешь? Нормальные есть сигареты, нет? Протокол осмотра составляется. Я стоял, угорал. Сотрудникам полиции изымается. Сейчас будем разбираться дальше. Ой, до потому что слез, Вот это все, до вот слез. это все, вот на это все должна быть бумажка. Вот это все. Ужас, уже целый день Вот это сегодня всё. ездим по магазинам. Да. Так хочется кушать. Целый день я тоже супер голодный. Дома запеканочка ждет с персиками вкусную, которую я вчера готовила. Кстати, рецепт запеканки можно зайти посмотреть в моем телеграм-канале. Всех ребят приглашаю. Да, ребят, вообще там такие красивые фотографии. В общем, оператор наш несменный Анастасия, у нее есть свой телеграм-канал. Я, кстати, подписан. Я был, никто не знает, но я был одним из первых ее подписчиков. Да. Ссылочка на него будет в описании. Вот Я там везде вот на вашем подписан. экране. Извиняюсь, Варик, кто был это? Не поднимет трубку, Булат и Стас.
Ну, кому звонили, хотел знаю, тоже, не я знаю, не спрошу, чтобы... Если есть... Передали Давай, у тебя копию? еще 10 минут, чтобы найти документ. Копию Хотя дали? бы- Хотя бы Он копию. ему максимум, Хотя вот, бы вот Я тоже сколько хочу мог. их спросить, какой из них там не берет никто У тебя же трубку, есть чтобы... телефон, правильно? Ты Есть, можешь не сам им берет. позвонить. Почему я должен звонить? Скажи, Не, пожалуйста. а кто-то брал, а я наберу, оба не берут администраторы. Вот Стас есть, Ну, Влад. уважаемый, пожалуйста, 10 Я минут понял. у вас найти копию документа. Выкидывайте, скрывайте и выкидывайте. Я так и при не нас понял, сейчас что он ножницы, хотел ножик там, Берите, но- пересыпайте и выкидывайте. Скрывайте все, чтобы не выставили вновь на полке. Вот так, да. Пена. Настя, стань с той стороны, пожалуйста. Ты с этой. А что такое? Все. А что такое? Магазин не работает. А что такое? В половину 12-го. А что такое пиво? За пивком пришли. Фу, оно прям завоняло. Вот я поднял сейчас. То есть люди идут, они даже не понимают, а что такое? Видят сотрудники, стоят, и мы-то их знаем, они их даже не видят. У них, то есть, видимость 0, иду по приборам. То есть все привыкли ночью там покупать алкоголь. Оно прям завоняло. Вот такой тухлой курицей, знаешь, что когда покупаешь курицу, она просроченная. Перемороженная такая запах. А почему она так воняет? Почему нет маркировки никакой, сроков годности, ничего нет? Они все там у нас клеили. Я как раз вот... Врет. Не было там наклейки, не знаю, для чего она это делает. Ужасная вонь, перемороженная курица, где-то валявшаяся, опять попавшая в морозилку. Курица, наверное, самая вонючая было, что там есть в магазине. Так в целом магазин не был вонючим, нормальный был. Были. Сейчас нет. Все, ребята, оставшуюся просрочку, которую мы сейчас нашли, уже вскрывают, выкидывают. Просроченный, выявленный ранее товар весь изымают. Составлен протокол осмотра. По итогу, то, что нам нужно было, мы добились. Тяжело, со скрипом, но тем не менее просроченный товар Да? изъят, найденная позже просроченная продукция утилизируется, весь товар без маркировки и в том числе без русской маркировки уже на мусорке. Это не может не радовать. Администратор ведет себя адекватно, это тоже очень радует. Вот это согласен. Здесь? И фамилия писала. Спасибо. Купленный рулетик тоже изымают. Отлично. К сожалению, другие планы. Но идея была хорошая. Ой-ой-ой, что там? Ой, как Не звонят, надо да. открывать ее. Дайте просто. Просто, да, кидайте, не надо ее открывать, она Что уже это такое завоняла. вообще? YouTube-канал Артем Вульф. Сейчас YouTube работает, да? Ну, у меня работает, вот я только что смотрел, открывал. В Телеграме? Нет, на Ютубе. На Ютубе. YouTube сейчас работает? В Телеграме? Я не могу! Кстати, никто не знал. Никто не знал. Ни один не знал. А вы знаете что? Что? А что? А что? Вы знаете, что сейчас в Телеграме, кстати, вот сейчас кто-то скажет реклама, а мы придумали с Артемом для вас вкусняшки. Что ты сразу? Ой, да, такой. А вы знаете то, что сейчас будет разыграно в моем и в Артема Телеграме, когда выходит этот ролик? Начинается розыгрыш! Шучу, не автомобиль. Вы знаете то, что сейчас будет разыграно у нас звездочки в Телеграме, которые можно перевести в бабосики. Вы в курсе, то, что в Телеге такие желтенькие звездочки? Они, между прочим, денежек стоят, да, их можно конвертировать в этот. Там 2 кнопки нажал и все. Не реклама это. Чего реклама? Я про розыгрыш говорю. Бестолочь для вас. Вкусненькое принес он мне, говорит, реклама, зараза такая. Вот, и мы с Артемом, я говорю, давай разыграем ребятам по 25. Он говорит, по 20. Я говорю, по 25 тысяч звездочек. Понимаешь? На общую сумму 100 с лишним тысяч рублев. Розыгрыши будут быстрые, по буквально 4 дня. У меня в телеге и у Артема. Для этого нужно просто подписаться на мою и на тележку Артемки. Все равно вы подписаны и на меня, и на его. Вот такой вот вкусный бонус. Вот так вот. Вот такой вот я. Понимаешь? Вот они, инсайдищи пошли. Для этого просто ничего не надо делать. Просто быть подписчиками телеги. Ничего не надо делать. И рандомно кому-то эти звездочки упадут. Чувствуешь? Нет. Деньжищи какие льются. Да, я не знаю, сколько я у себя поставлю. Подписчиков, наверное, 5, может 10. А вкусненько. Раз десяточка тебе упала на карман. Просто так. Но я подкармливаю вас, между прочим, время от времени. Вы же меня поддерживаете, на Бусти подписывайтесь. Да? Вот сегодня сейчас пройдем посмотрим. Обязательно. Пока Я вам еще раз говорю, она очень хорошая, она милая, но я не знаю, то ли она
там заработалась, то ли еще что-то. Она очень милая. Она вот такая вот прям вот такая вот хорошая она. Да, майор, вот это вот, очень она мне понравилась. Да, не знаю, вот если бы не начало, вот, ой, я бы прям вот, не знаю, цветочек какой-нибудь ей, да, может, даже подарил. Очень хорошая, очень хорошая. Я, правда, не смотрел, она там, как она, с колечком, нет? Очень хорошая. Мне очень такие нравятся, очень нравятся. Да. Сейчас YouTube канал посмотрите, потом представляться начнете, когда приходите, обращайтесь к гражданам. И жизнь сразу Артем играет сразу новые бам! краски. Сотруднику магазина оставляют просроченный изъятый товар на ответственное хранение. Могут, да. Выкидывайте пакеты. То есть часть они выкинули, а часть, ну вы поняли, да, как сделали? Целая, реально, целая, представляешь, что это? Хорошего вам Целая, вечера, хорошей службы. До свидания. Будка. Скинули документы, да? Предоставь, пожалуйста. К нему звонили. Предоставьте, пожалуйста, документы. Хорошо. Замечательно. Есть документы, да? Да, все есть. Вопрос, что с документами на магазин с лицензией на крепкий алкоголь? Что мы будем делать? Езжайте за бухгалтер. А где? Вот, давайте. Время я уже не знаю, сколько было в этот момент. Мне кажется, уже часов 12, наверное, ночи. Заведующий. Кто заведующий? Почему не здесь? Вы звонили ему? Что она вам сказала? Или он? Сейчас так не могу звониться. Не скажу, что документы все у бухгалтера. Бухгалтеру звонили, она... Ее просто взяли, бросили и все. Сейчас вопрос еще к лицензии на крепкий алкоголь, который нам так не предоставили. Нужны документы, все требует документ. Завтра утром подвезут. Сейчас... Они даже им впадлу было ехать, представляете? Сейчас нужно все подводить. Сейчас по факту. У вас сейчас получается никого ответственного за магазин, никто ничего не знает. Почему? Это же администратор. Она показала вам документы, доверенность? Нет, она сказала, что она администратор, правильно? Я сказал, что я президент России. Это понятно. У нее же должна быть доверенность. Или трудовой договор. Ну, логично. Как все могут только завтра предоставить? Открывайте магазин. Открывайте магазин. Это своими силами, а не нашими. Я не опечатал магазин, Ну, а почему? У нас же ключи все. чтобы вы потом не ездили к нам, не просили разрешения на вскрытие магазина. Привозите лицензию, привозите и открывайтесь. Еще проще, просто повесьте уголок потребителей и воткните туда уже все эти лицензии и все остальное, конечно. К вам убедительная просьба, я при сотруднике говорю, а то что Да. не надо открывать его ночью. Мы приедем или придут просто другие люди посмотрят. Хорошо. Не занимайтесь ерундой. Хорошо. Как скажете. Чего ты говоришь, собираешь? Ну, это... Хочу отметить, что все уехали. По крайней мере, ну, сделали вид, что уехали. Я очень надеюсь, что они не соврали и реально поехали домой. Просто мы реально очень устали, мы уже не стали там в ночь там караул выставлять и так далее. Хотя бы там... Там просто уже вот так вот. Все. Телефон, зарядка. А нам еще ехать надо было. Берите, берите, конечно. Нет, естественно, свои вещи забирайте. Чтобы больше не открыть же. Кассу закрывайте. Да, кассу надо закрывать. Закрывайте. По итогу второй уже закрытый магазин, друзья. А поверьте, в выходной день магазин на продаже алкашки теряет очень много. Кассу забирайте свои Неприятно. личные вещи. Мы через час приедем. Плюс через штрафы, полтора. плюс разбиралово, плюс в отдел, плюс одно, плюс второе, плюс сотрудник без документов нет на лицензии, еще что-то. И там по итогу набежит. И завтра вместе Прилично. с документами открывайтесь. Тогда все, закрывайтесь, ничего. Все тогда домой, да? Тем временем сотрудник магазина «Кассир» дает объяснение. Мне что-то очень не понравилось. За всех сотрудник вот этот отработал, Старлей. За всех. Он уже все уехали, уже все, он уже чуть ли не один остался. За всех отработал. Одно, второе, третье, всех оформил, все сделал, все, спокойно душой домой поехал. Еще и на позитиве. Понравилось то, Хотя что человек происходит. столько Причем времени. Не только о магазине, но и о сотрудниках полиции говорю сейчас. Все, пойдем. Кассу закрыли? Давай, финалочку. Сейчас закрывают Финалочку. финалочку запишем. Я тоже не хочу работать. Тоже не хочешь уже? Честно. Я на один день. А вот здесь вот, тут очень грамотная точка. А вот здесь вот типа, как это правильно? Ну, гостиница, и как-то вот слово-то есть вот это вот. Хостел.
Или как вот это называется? Типа переночевать-то ночь. Мотель, хостел, да. Короче, вы меня поняли. Такая чисто, как мне показалось, такая прям простенькое что-то. И оттуда люди. Поняли, да? Чисто догнаться. Мы здесь, типа, все, давай. Здесь другой человек. А здесь надо быть, что ли, меня писать, чтобы магазин не работает, чтобы дверь сломали. Магазин не работает, алкоголь не продается. Спасибо. Вот они просто стоят, блюют. Там веселье за кадром. Сотрудник стоит такой, смотрит. Я, кажется, понимаю, почему бабушка такая на первом этаже агрессивная. Потому что, мне кажется, вот эти блюющие под окнами ей уже немножко надоели. Смотри, сколько. Смотри. Он еле идет. Он просто, видимость 0, иду по приборам. Но он все равно идет еще догнаться. Этот ли магазин? Вот кто сюда приходит ночью в этот магазин. И еще один стоит. То есть туда стекается вся элита ночью. Да как не открывается магазин? Интересно, что хотели приобрести эти два гражданина? Батон хлеба. Я смотрю, за руку здороваются, то есть все знают. Ну что, друзья? Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Внимание, смотрим, да? Первый день я просто вышел, просто первый день, просто вот только, вот буквально, ребят, вот, ну. Батон хлеба. Я смотрю, за руку здороваются, то есть все знают. Ну что, друзья, вот закончился наш увлекательный рейд в магазин Авокадо в Митино. Что я хочу сказать? Мамой клянусь, первый день. Первый день. Сейчас проедет эта тарахтелка, и мы продолжим. Одна за ночь едет. Именно в этот момент. Вот это дефолт. Вот это дефолт. В эту секунду. Вот всегда на съемках, когда нужно вот записать что-то, вот снять что-то важное. Представляешь, ночь. Ничего не предвещает беды. Явно не проездная какая-то трасса, там никого нет, все. Вот напротив нас прям автобусный парк, где электробусы стоят, они без звука ездят. И тут проезжает. Мы стоим. Птичка прилетела и на хвостике принесла следующее. В отделе Митино работает очень хорошее руководство. Правда, неправда, не знаю. Но словам верю и обращаюсь. Это, так скажем, это нам уже обратную связь дали. То ли там про отдел, правда, сказали, то ли про чуть-чуть повыше там. К руководству отдела Митино, я очень надеюсь, что сотрудникам все-таки надо объяснить то, что деятельность их публичная, то, что люди, которые делают общественно полезное дело и защищают граждан, да, от просрочки, от продажи алкоголя малолетним, все-таки это не враги. А в первую очередь это люди, которым надо также помогать, содействовать. Что самое обидное, я каждый раз говорю, то, что приезжает офицерский состав, который ничего не знает, который не представляется, который против вообще, мне кажется, людей, и для чего они служат, или, как нам сказали сегодня, работают, со слов самого сотрудника. Процесс. Очень надеемся, что таких сотрудников будет меньше. И на службу, какая бы она ни была тяжелая, будут приходить здравые ребята. Служба тяжелая, никто не спорит, ребята. Блять, звучит как тост. Наливай. Ребят, но давай говорить откровенно. Свой, закон хотя бы изучи. Хотя бы свой закон о полиции. База пошла. Не можешь изучить закон о форме подписки на правовую базу на бусте. Тоже верно. Чего ждете? Магазин хотите открыть? Не, на такси, за такси приехала. Магазин это все, значит закрыли, дали слово, все. Ну, хорошо. Уехали, по крайней мере, в такси смотри, сели. какой контингент идет в этот магазин. И ночь И все друг друга держат. Все, знаешь, как это. продолжается, и люди идут и идут, дергают и дергают дверь. То есть это нескончаемый поток денег. Все, кто заходили сюда и дергали. Все пьяные. Все пьяные. А что, пивка даже нельзя купить? А что, выпивку нельзя купить? То есть здесь нормальная практика. Это уже за 12. Алкоголь Ночью. Есть повод вернуться сюда еще раз. Также, если вы здесь живете... Лайк сказал, а то мы не приедем. Да, ребят, лайк надо поставить. Давай, стоп.
лайк, 100 тысяч лайков, и мы сюда возвращаемся. Ох, какие 100 тысяч? 100 тысяч. Они не поставят никогда. Не поставят. 10 тысяч на моем видосе поставь. Я Артему уговорю, я говорю, скажу, поехали. Давай насыпаем, что сидим? Жмотимся. Ты в моих подписчиках сомневаешься. За месяц набирается под этим видео 100 тысяч лайков, мы сюда возвращаемся также с видео. О, а вон и люди, которые работают в магазине, не уходят все никак. Такси ждут, гуляют ночью. Через полчаса... Я думаю, что они постояли, подождали на углу здания, что мы не уезжаем. Пока мы пообщались, пока концовочку записали, они поняли, что лучше поехать, и они реально уехали. будет открыт, потому что он несет деньги. Вон идут еще, смотри. Смотри, какие. Пьяный, смотри, еле держатся за перила. Оказалось, будний день, вечер буднего дня. Но четверг, маленькая пятница. А, уже пятница, все, уже 0:16. Уже 1:30 ночи, пятница. И туда прям всё. течет народ после Они 12. свет не выключили. А свет они не выключили. Стоят, верят. Потому что да. Такси ждут. Такси. Ну, конечно, такси. Такси-то в Москве у нас приезжает. Сколько? Полчаса ждать? Полчаса, да, минут 40 У нас недавно ночью. владелец магазина сколько ехал? 3 часа. Пробки, ночь. Глубочайшие пробки, да, вот, в Москве всегда. Правда, потом выяснилось, что он рядом с магазином все это время стоял на Это машине. не важно, Это другое. пробка, ну, жесточайшая. О, такси, уезжают. Дождались. Все как я люблю. В общем, ребят, все анонсы, инсайды в телеграм-канале, также моменты, которые не попадают в видео, например, наши факапы с Алексеем, хардплеем. их много. Их много, и они все в телеграм-канале, поскольку это не формат YouTube-каналов. Видео вставлять на YouTube я не особо это хочу, а в телегу с удовольствием заливаю. Вот сейчас кинул клич тем, кто живет рядом, кружочек записал, чтобы они подъехали, посмотрели, открылся ли магазин вновь. Я, конечно, рассчитываю на их честность, но тем не менее, если магазин откроют, прямо сейчас ребята, надеюсь, скинут мне в чат. У нас есть чат, если что. Вот у нас Все, говорит, знают, полиция не знает. чат Не знает. канала. 5-6 тысяч участников. Прямо сейчас, если ребята скинут в чат, я прям ночью вернусь. Все, ребят, всем большое спасибо еще раз. Подписывайтесь обязательно на Леху Хардплея. Ссылочка на его YouTube канал будет в описании. Спасибо, Делает реально. В Андреевке маячок, такая же шляпа круглосуточная. Как называется маячок магазин? Андреевка, это рядом с Зеленоградом. Ваша заявка принята. Спасибо за звонок. Реакции на мои видео. Играю в игры. Да? Все в игры играет он, да? Да ну его! Да, бездельник. Да понятно. Не работают. Пойдем. Пойдем. Ты меня за талию приобнял? Не надо нам тут вот этого. Ну что ж, ребят, это финалочка, да? Ждем нового ролика. Ждем новых рейдов. Ну, это надо просто лайкос поставить и написать коммент. Леха, ждем нового. Все, и мы пойдем что-нибудь вам снимем. Да, ну и сделаем немножко этот мир чище и благоразумнее, понимаете. Так что как-то.